Печать рока. Почему сериал «Черная любовь» называют самым тяжелым проектом в карьере звезд? Есть истории, которые оставляют шрамы не только на сердце зрителя, но и на душах тех, кто их создает. Сериал «Черная любовь» стал мировым триумфом, но за этот успех была заплачена огромная психологическая цена. Пока мы восхищались игрой Кемаля и Нихан, сами актеры медленно погружались в личный ад, из которого многим не удавалось выбраться годами. Исповедь Бурака Озчивита. От эйфории до глубокой депрессии. История Бурака Озчивита на съемках сериала «Черная любовь» — это классический пример того, как мечта может превратиться в настоящий кошмар. В своих откровенных интервью турецким СМИ актер признавался, что в самом начале съемок он чувствовал невероятный подъем. К нему пришла оглушительная, взрывная слава, о которой мечтает каждый. Это была настоящая эйфория, его лицо на билбордах по всему миру, миллионы фанатов и бесконечный восторг. Но постепенно этот яркий свет софитов начал его ослеплять. Бурак честно рассказал, что со временем чувство триумфа стало сменяться странной, липкой тревогой. Невероятная популярность сериала «Черная любовь» превратилась в тяжелую ношу. Эйфория плавно переросла в постоянный страх не оправдать ожиданий и жуткую внутреннюю тоску. Актер почувствовал на себе обратную сторону славы, не гордыню, а пугающую изоляцию. В итоге Бурак Озчивит столкнулся с тяжелейшей хронической депрессией. Он признался, что после финала испытывал панический страх перед работой и боялся снова заходить в кадр. Сериал «Черная любовь» выпил из него все жизненные силы, оставив на месте сердца холодную пустоту, которую он лечил годами. Неслихан Атагюль и цена славы. Не меньше пострадала и Неслихан Атагюль. Фанаты до сих пор уверены, что ее серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых она позже была вынуждена покинуть другие проекты, начались именно здесь. В сериале «Черная любовь» актриса на протяжении 2 лет каждый день проживала потерю, слезы и безысходность. На съемочной площадке сериала «Черная любовь» между главными героями в какой-то момент выросла настоящая ледяная стена. Напряжение было таким сильным, что Бурак и Неслихан перестали общаться вне кадра. Во время съемок Кадир Дагулу и Фахрие Эвджен Чистень устраивали сцены ревности, и Неслихан была в постоянном стрессе. Кадир всячески уговаривал ее бросить проект, но продюсеры предупредили Неслихан, что если она оставит проект, то ее придется заплатить огромный штраф. Неслихан была вынуждена остаться в проекте, хотя ей было очень тяжело. Говорят, что сама атмосфера декораций этого дома, пропитанного по сюжету болью и слежкой, давила на актеров, заставляя их чувствовать себя в ловушке, из которой нет выхода. Почему название «Черный» приносит тьму? Старейшие работники турецких студий всегда с опаской относятся к проектам с подобными названиями. Сериал «Черная любовь» изначально был заряжен на трагедию. Технический персонал вспоминал, что на съемках финальных сцен атмосфера была настолько тяжелой, что люди плакали по-настоящему, даже те, кто просто держал микрофон. Словно проект аккумулировал всю боль своих персонажей и распределил ее между всеми участниками. Этот проект стал шедевром, написанным слезами. Сериал «Черная любовь» доказал, иногда за мировую славу приходится платить самым дорогим, своим душевным покоем.